нас существует некоторое время жизнь на Земле. Уровень радиации при авиаперелете Москва-Париж 400 микрорентген в час. Много это или мало? У вас, допустим, какая-нибудь система наведения на борту, и если вместо нолика оказывается единичка, у вас идет сигнал, допустим, пуск, вместо того, чтобы ничего не делать. Поняли, что вспышки, и вы можете, фактически отменить полет? Сейчас, да, нужно правильные книжки читать и с правильными людьми общаться. Дети меня бросили, ребенок меня предал. Вы никогда там не будете своим, вы не войдете, я там очень хорошо знаю эту среду. Нужно искать здесь. Работают не для того, чтобы получить какие-то гигантские деньги, а просто всем нам интересно прежде всего. Вот там играет оркестр, и вдруг бах, кто-то сфальшивил. Вы это слышите. Почему? Жизнь длинная. Добрый день. Меня зовут Вячеслав Анатольевич, фамилия Буров. Прошу ко мне. Ну вот это я просто хотел рассказать то, что у нас можно, нам это не нужно. Давай презентацию. То есть здесь идет круглосуточный Да. мониторинг. Я расскажу чуть позже об этом сейчас. Нам мечта уйти отсюда, чтобы здесь, потому что жарко и... вы торопитесь просто? Я не тороплюсь, но я хочу покинуть эту территорию. И ребята, чтобы работали спокойно дальше, потому что вдруг что-нибудь произойдет. А как это происходит? Вы смотрите это онлайн все время, и это тут же вы куда-то передаете? Нет, или как? совсем все не так. А как? Я занимаюсь и радиационными поясами, и магнитными возмущениями, и солнечной активностью. В общей сложности, наверное, где-то с 1975 года, 25, где-то лет 40-45. В 2005-2006 году были сильные магнитные возмущения, сильные вспышки. И были полеты. И эти полеты американские службы, компании там, типа и Delta, и United Airlines и так далее, им пришлось отменять. В общей сложности за эти 2 года были перенаправлены, отменены более 60 бортов. Каждая отмена бортов или перенаправление – это многие десятки, сотен тысяч долларов. Это потери, надо что-то с этим делать. А каким образом можно защититься? Да никаким. Потому что если на вас идет поток частиц энергии, там, допустим, 200-300 МЭФ, то защиты от него нет. Единственная возможность – это либо уйти на этом самолете вместо высоты 13 километров, снизиться до высоты 5000 метров, потому что атмосфера тогда поглотит вот это все. Либо перенаправить самолет, посадить на аэродром и ждать, пока все закончится. Никакого другого варианта решения нету. Наряду с предупреждениями об ураганах, обледенениях, торнадо, ввели в регламент информационную службу о состоянии космической погоды. Значит, вот у нас есть наземная сеть, это наша сеть Росгидрометовская. Наш самый, любимый, единственный на самом деле источник информации из космического пространства – это наш геостационарный спутник «Электро». Обеспечивает нас в реальном времени, данными по потокам частиц, по рентгеновскому излучению. Это, наша антистихия в МЧС, да? Вот это наш сайт. Я вам показывал. Они тоже смотрят на космическую погоду, вот то, что от нас они получают, совершенно не имели никакого значения. Вот если вы живете, если вы живете, в пещере, и у вас основная проблема развести огонь и поджарить мамонта, то все то, что происходит там, магнитные поля, бури и так далее, вам глубоко наплевать. Чем более высокоразвита технология, тем больше воздействия они оказывают на вашу жизнь. В Эфиопии, я не хочу ничего плохого о них сказать, их это мало заботит, естественно. У них и на территории нет никаких этих, да. А вот, допустим, та же самая Швеция, Норвегия, Соединенные Штаты, Канада или Япония, Австралия, они очень этим озабочены, поэтому они выделяют и деньги, и все такое, прочее, прочее, прочее. Итак, мы переходим теперь уже, к ситуации, что это и зачем. В 2000 году ИКАО, это международная организация, которая регулирует все авиаперевозки в мире, она озаботилась таким вопросом, как а у нас нет службы, которая бы объясняла, какие могут быть проблемы от возмущения космической погоды и что с этим делать. Было принято решение создать такую международную службу. Российская Федерация хотела бы участвовать в этом мероприятии, и мы номинируем в качестве представителя Российской Федерации Институт прикладной геофизики, то есть нас. А какая у вас была задача?
Задача создать именно систему, которая бы минимизировала возможный ущерб от возмущений космической погоды. Американцы выделили для своего центра 300 тысяч долларов. А вот французы для европейского консорциума порядка 100 тысяч долларов. Даже финны выделили 30 тысяч долларов. Японцы, по-моему, тоже 300 тысяч долларов. У нас пока денег нету, мы как-то так в основном выживаем. За очень небольшие деньги, это в основном энтузиасты, это люди с достаточно высоким, с хорошим образованием, это, как правило, все они с учеными степенями, все вот мои коллеги, работают, что называется, не для того, чтобы там получить какие-то гигантские деньги, а просто им интересно, всем нам интересно прежде всего. Наш центр, он является таким же глобальным центром, как Болдерский в Соединенных Штатах, как японский, как канадский центр, как европейский консорциум. И вот мы все время знаем, что кто делает. Создание такой службы позволяет нам, как стране, как государству, быть все время в контакте с передовыми технологиями. И у нас должна быть примерно одинаково все. Это очень важно. Это мое рабочее место. Я, с вашего позволения, сяду. Мне удобнее так будет. Это мой компьютер. Ну, там вентилятор. Все-таки несколько раз в год я обязательно пользуюсь этим велотренажером. Здесь у меня принтер. Ну, собственно, весь рабочий день в основном проходит именно на этом месте. Обратите внимание, вот уровень радиации при авиаперелете Москва-Париж. Вот сейчас спокойное солнце. Он составляет мощность дозы 400 микрорентген в час. Много это или мало? Ну, как сказать, например, уровень радиации в окрестностях АЭС Фукусимы сегодня – это 100 микрорентген в час. А уровень радиации в Чернобыле сейчас – это 60 микрорентген в час. Иными словами, когда вы сейчас летите из Москвы в Париж, у вас мощность дозы превышает то, что вы сегодня есть в Чернобыле, в 6-7 раз. Это немного. Но если вы работаете, не знаю, там, бортпроводник, или вынуждены летать в эти командировки 2 раза в неделю, то это чревато для вашего здоровья. Нужно проверяться. Вот там, где красненько, это повышенная зона радиации во время событий. Где желтенько, совсем безопасно. То есть все те маршруты, которые у нас проходят там, где мы живем в основном, то есть это Европа, Америка и вот наша часть территории, она более-менее безопасна. Но все длительные перелеты, там Москва, Лос-Анджелес и прочее, они все вот так или иначе вынуждены в целях экономии горючего и времени, потому что для бизнесменов важно лететь, допустим, вам 14 часов или 9 часов, это большая разница, да? Значит, они летают в северных широтах. И тогда получаются всякие происшествия. Ну, например, вот в 2012 году 7-8 марта было протонное событие Балла-С3. То есть не самое большое, но достаточно серьезное. Значит, мощность дозы составила 5 миллизиверт в час. Так? То есть за время полета, а это полет продолжался примерно 20 часов, это вот те самые самолеты, которые Ту-95, которые патрулируют, допустим, там от Мурманска до Камчатки и назад возвращаются. Да? Это получается доза 112 миллизиверт. Вот получается. Что значит 112 миллизиверт? Лучевая болезнь возникает при 100 миллизивертах. И это уже совершенно опасно. Допустим, вот у нас есть приемник-передатчик, летят там самолеты, к примеру. Во время сильных вспышек на Солнце частицы высоких энергий, а это много сотен мегаэлектронов-вольт, от которых вы не защититесь ничем. Это нужно защита в несколько десятков метров, чтобы погасить частицу. Они могут проникать и выбивать даже значит, чипы на всевозможных приборах. Такие случаи действительно зарегистрированы. Особенно это опасно в случае патрулирования военных самолетов. А что за случаи были? Когда неисправность просто бортовой аппаратуры, и у вас ваш прибор не работает. Пока серьезных, что ли, катастрофических последствий не было, но можно себе представить, что у вас, допустим, какая-нибудь система наведения на борту, и если вместо нолика оказывается единичка, у вас идет сигнал, допустим, пуск, вместо того, чтобы ничего не делать. Это я так, к примеру, говорю. У вас может получиться, что у вас объект вот здесь, вот, а на самом деле вот там. То есть, если вы будете, не дай бог, стрелять, то вы будете стрелять не в ту сторону. Солнечные всякие вещи у нас
как-то, мне кажется, не вполне, да, не все понимают, не все недооцениваются. Значит, от солнышка идут все время вот эти потоки радиации, которые могут модифицировать много всего. Но нас защищает магнитное поле. Вот если бы у нас не было магнитного поля, мы бы сами выглядели совершенно иначе. У нас существует некоторое время жизнь на Земле, да? Есть две альтернативных точки зрения на этот предмет. По одной точке зрения это 7577 лет, если не ошибаюсь, да? Жизнь на Земле была создана вполне определенным образом. А по другим, значит, представлениям это, по крайней мере, там многие сотни тысяч лет или, может быть, даже порядка миллиона лет. Вот если отбросить первую альтернативу, я думаю, что в процессе эволюции, подвергаясь непрерывно в течение многих-многих десятков, сотен поколений воздействию и солнечных вспышек, и магнитных бурь и так далее, организм наш таким образом отстроился, чтобы минимизировать отклик на эти возмущения. Те особи, которые откликались очень бурно, сильно, то есть болели, например, или у них там рога вырастали, или еще чего-то, они, видимо, погибли. А те же самые там, магнитные бури и так далее, они на самом деле влияют только на ослабленные организмы. Вот здесь есть характеристики G1, G2, G3. G1, G2 на самом деле на нас не влияет. G3 влияет на чувствительные какие-то приборы и на те объекты, которые находятся в космосе или высоко в атмосфере, там выше 12-13 километров. А вот если G5, это серьезная опасность повреждения электронной аппаратуры, повреждения датчиков, повреждение точности навигации, ну и масса других, значит, проблем. От момента первого появления потоков частиц до, значит, максимального значения может произойти всего там, несколько часов. Если вспышка достаточно мощная, характерный масштаб – это 2 суток, скажем так. Ага. Давай, да, сюда. Вот, 7-й. Ну, мы можем записать на 3-й, например, прогноз дать. 3 число. Москва, но не Ванкувер, давай другой какой-нибудь. Вот сюда. Ну, давай Лос-Анджелес, например. Стоп, ага. Ну вот, у нас самолет полетит сейчас на высоте 13 километров, обычно летим здесь. Вот здесь 13, вот, ага, нормально. Высоко. А 12-13 обычно там летает. Это мы сейчас... Какие оптимальные трассы полета из Москвы в Лос-Анджелес? Каким образом? Через Северный полюс. Да. Через Северный полюс, естественно, поскольку Земля круглая, это не все знают, кстати. Рассчитать, это не смешно. Рассчитываем, да? Вот идет расчет. Она не то что повышенная, но 109 микрозиверт. Что значит 109 микрозиверт? Это ровно та доза, которую вы получаете при обследовании грудной клетки. Это есть такая даже единица, чест. Ну, то есть, если вы, например, летчик, и вы летаете достаточно регулярно, то есть вы за месяц как раз получите предельно допустимую дозу. Это в абсолютно спокойных условиях. Магнитные возмущения, они во много раз больше по амплитуде, по воздействиям в северных широтах, в полярных зонах. То есть жить на севере, вот такое вот оригинальное суждение, в условиях полярной ночи менее здорово, чем жить на берегу Средиземного моря. Мне так кажется. Но это моя личная точка зрения, это можете вы не разделять. Вы сидите за компьютером, ничего не предвещает никакой вспышки, да? Я Или не у вас сижу за есть компьютером, прогноз? мне приходят, как только превышаются какие-то пороговые значения, эти пороговые значения поступают превышение на другую программу, которая, значит, формирует какое-то сообщение, и если это сформировано тревожное сообщение, что всем лежать там в белых халатах, тогда мне приходят на мое рабочее место, на телефон, мы еще можем рассылать и смс-ки там и так далее, что надо посмотреть, да. Ага. Ну, Ну, это как начало фильма «Катастрофы» вообще звучит. ну да. Я очень рано начал читать. Очень рано, очень бегло, хорошо читал в 3 года. А в 5 лет меня там вроде, как говорят, все время выдергали из-под одеяла. Я там брал книжки и с фонариком читал какие-то толстые книжки. Книжек читал действительно очень много, сейчас не читаю ничего абсолютно. Спортом в основном я занимался, как ни странно, глядя на меня, можно трудно сказать, но я занимался там, не знаю, и баскетболом, и хоккеем, и плаванием. Я заканчивал Московский инженерно-физический институт, то как-то не очень понятно, чем ты будешь заниматься. Родители не очень понимали, куда я пойду и зачем, потому что вообще-то я собирался идти вообще в другой институт. Я, кстати, неплохо учился, у меня была повышенная стипендия, но я одновременно 2 года работал в газете «Комсомольская правда» в иностранном отделе. Там что-то переводил, куда-то ездил.
понимаете, в чем дело? Сейчас, насколько я понимаю, особенно именно сейчас, если мы говорим о сегодняшнем дне, довольно сложно устроиться на работу вообще. Но начальный уровень, допустим, если вам предлагают, там, не знаю, 20 тысяч рублей, вы вряд ли пойдете в Москве работать на эти деньги. Я не знаю, как там в регионах, может быть, да. Поэтому какой здесь может быть стимул? Да никакого. Потому что стимул тогда получается другой. И у меня есть очень много знакомых таких, которые видят выход – это выезд на Запад. Но сейчас-то этого тоже нету, извините, потому как, опять же, пандемия, карантин, эти вещи не рассматриваются и прочее. Нужно искать здесь, сейчас. Ну, вы, наверное, могли уехать когда-то, но не уехали же? Ой, много раз. Social Security Number. То есть, если у вас есть Social Security Number, это фактически у вас есть Green Card. У меня это было все. Но нет у меня там среды общения. Вот здесь у меня очень много знакомых, очень много коллег. Я понимаю, можно пообщаться по компьютеру и так далее, и так далее. Но там же это только компьютер остается, потому что вы никогда там не будете своим, вы не войдете. Я там очень хорошо знаю эту среду. Я работал в Болдере, я там был в Вашингтоне, в Нью-Йорке там и так далее. Ну, я же говорю, у меня дети живут, у меня постоянные визы и прочее. Вы все равно будете чужой. Дети меня бросили, дочка, я имею в виду. Она уехала в 98 году в Штаты, где и живет в настоящее время. И там же выросли у меня две внучки, они там закончили сначала детский сад, потом школу, потом университет, обе. Самое крупное событие, которое повлекло за собой существенные последствия и эффективные, это были так называемые хэллоуинские события. Это 2003 год. В течение 3 дней произошло 17 мощнейших вспышек. Была магнитная буря класса G5. Американцы потеряли спутник Адеус. Спутник Адеус был только что запущен. Он стоил больше $1 миллиарда. Вариабельность ионосферы была столь велика, что сигналы, которые от спутника происходят для вашего GPS, они все время так искажались, что вы не могли ничего настроиться. Ну, это уже, так сказать, из фольклора. Тем не менее, вроде бы разбился один из самолетов, который совершал посадку на авианосцы, потому что точность приземления должна быть как раз, ну, там меньше метра. Не работали трубопроводы, выбились электрические сети. Ну, наиболее известный это Квебек, 1989 год, когда сгорел полностью трансформатор, и из-за этого в течение 8 часов в этой провинции Онтарио вообще не было электричества, то есть не работали светофоры, лифты там. Короче говоря, вот рассматривается вероятная возможность, то есть повторение вот таких событий. Они редкие, но они бывают, поскольку они же наблюдались, почему бы им не повториться, да? Какой вопрос не дает вам покоя вот в той науке, в которой вы себя посвятили? Ну, я считаю, вот основная проблема вот в этой, то, что я пытался 20 лет сделать, но так и не получается. Для того, чтобы нам иметь хорошую базу для составления прогнозов, нам необходима солнечно-ориентированная платформа на геостационарном спутнике, и чтобы передавалось изображение в ультрафиолетовом диапазоне и рентгеновском диапазоне. Я участвовал многократно на международных всяких там встречах самого высокого уровня, самого высокого, повторяю, любого. Это начиная от Генассамблеи ООН и кончая всякими там, не знаю, съездами там в Аргентине, в Токио, в Пекине, там, в Париже, в Женеве и так далее. И я вижу, как развивается наука, как технология, как... Я вижу, что мы выпадаем из этой обоймы. Меня, значит, первое, что, значит, обнадеживает и что позволяет как-то сохраняться на этом пути. Ну, во-первых, вокруг меня есть очень интересные, развитые ребята, которые действительно хотят и умеют, и работают, и не смотрят на то, что там есть деньги или нет денег. Они все равно будут работать, потому что им тоже это интересно. Многие сейчас говорят, вот у нас сложно стало то, что нету, так сказать, гарантированного будущего. Ребята, у них то же самое. У них тоже может проект быть закрыт там в течение года. Приходили с обеда, а выяснялось, что у них компьютер заблокирован уже, а вся эта тема закрыта там. И один человек предлагает перейти в какое-то другое место. То есть везде свои сложности. Нельзя идеализировать, что там где-то замечательно, а здесь все плохо. Ничего подобного.
Но есть у нас много таких вот собственных как-то невозможностей, которые вот приходится преодолевать, черт знает как, в то время, когда у них это просто достаточно там написать какое-то там, не знаю, 2-3 заявления, и тебе это привезут и принесут. Можно такой немножко, может быть, вопрос? Жизнь длинная? Это, кстати говоря, очень интересный вопрос. У меня есть хороший друг, знакомый, он, значит, это Дэниел Сквир, он в 4-м поколении православный священник в городе Принстон, Соединенные Штаты Америки. Он там ведет курсы некоторые. У него очень интересный курс, он мне рассказывал, есть. Он называется, год читает его, «О смерти». И вот это очень интересно. В каком аспекте? Вот как человек относится к смерти. И тут есть колоссальное деление. По религии, например, как себя представляет смерть верующий, как представляет себе смерть, допустим, мусульманин, как представляет смерть себе какой-нибудь там индус, как представляет, что будет после смерти. Вот в зависимости от того, как человек представляет себе смерть и что будет после смерти, он на самом деле может выстраивать свою жизнь. Потому что если вы знаете, что у вас там будет, не знаю, там 70 горей, там вас будут услаждать, это один вариант. Если вы знаете, что вообще ничего нет, это конец, это другой вариант. Потому что вот отношение к смерти как к тому, что после смерти. Придется вам писать, но я потом убегу, правда. Вы пришли слушать симфонический оркестр. Вы существо невежественное. Но вы воспитаны к ассонансовой музыке. Вот там играет оркестр, и вдруг бах, кто-то сфальшивил. Вы это слышите. Почему? Как это происходит? Вы не слышали произведения раньше. Вообще вы не кончали консерваторию, но вы слышите, что это неправильно. Как я понимаю, это происходит следующим образом. Ваш мозг все время прогнозирует. Он все время предвычисляет следующее событие. И если следующее событие происходит именно так, как у вас ваша вычислительная машина проистекла, тогда вы получаете, ну, по крайней мере, удовольствие, нет раздражения. Но вдруг произошло что-то не так. Тогда у вас в мозгу возникает какой-то импульс другой. И вы чувствуете какой-то дискомфорт. Вы понимаете, что это не так. И так происходит, как я понимаю, вообще со всеми вашими поступками и ожиданиями. Вы все время предвычисляете. Это значит, что вот в зависимости от того, как у вас мозг организован с самого начала. Если вы с самого начала слушаете, допустим, там, определенного там, уровня там, ну, окружения, там, какие-то книжки, какие-то, значит, все что угодно, какие-то социальные связи, вы привыкаете к тому, что это должно быть так, так и так. И когда у вас не так, у вас дискомфорт. Поэтому если вы будете жить, учиться в бандитской среде, в такой совершенно пасковой, кондовой, где-то, да, где чуть что сразу пьют по роже там, и вообще и все предают и так далее, вы к этому привыкнете и будете считать, что это норма, и будете счастливы в этой среде. И поэтому, когда вы пойдете в другую среду, и когда будет не так, у вас будет дискомфорт. То есть это вот я возвращаюсь к тому, что говорю, в зависимости от вашего окружения, в зависимости от степени образования, у вас будет ваша жизнь складываться там счастливо, несчастливо и так далее. Как молодым людям не ошибиться в выборе своего предназначения? Слушать себя, родителей. Образование нужно иметь хорошее. Это не себя слушать, не родителей, а нужно, как там говорят, правильные книжки читать и с правильными людьми общаться. Ни в коем случае не зацикливаться на вашем, там, не знаю, техническом там или что-то. Нужно читать, нужно ходить в консерваторию, нужно ходить в музей, нужно смотреть, отличать импрессионизм от постимпрессионизма, нужно там вот это все, почему, как, и пытаться истории. Потому что даже ведь сейчас, я не знаю, мне так кажется, у меня очень низкого уровня мнения о очень многих там молодом поколении, но они настолько ничего не знают. Да они ни одной книги, ни одной картины не смогут проинтерпретировать из классики, там, где вот на все эти религиозные мотивы, сюжеты, мифы, почему это так, кто там кого стрелой проткнул, упал или что-то. Они вообще даже не знают не только истории там, Англии и так далее, а вообще ничего не знают. И вот это, конечно, ужасно, потому что достаточно просто сказать кондову, что вот это правильно, а это неправильно, и он пойдет в эту как баран дальше. А наличие вот хорошего образования, именно разностороннего, повторяю, оно не даст вам возможности принять без сомнений чью бы то ни было точку зрения и не попытаться выслушать альтернативную. Нельзя вообще судить ни о чем, когда вы только имеете одну точку зрения. Нужно обязательно послушать вторую сторону и выбрать уже на уровне вашего образования свою линию поведения. Вот тогда вы не ошибетесь в выборе чего-то. Или если вы ошибетесь, вы просто будете понимать, что не надо сожалеть, вы просто пытались быть счастливым.
Может, меня отпустите? Значит, у меня есть предложение отсюда уйти. Жарко. Они будут продолжать своей работой. А мы дальше, я могу все рассказывать, буду теперь уже с самого начала не так сумбурно. А потом вы встроите. Хорошо. Пошли. Хорошо. Да.